Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня я буду лепить Терминатора Т-800 из игры Mortal Kombat 11. Терминатор появится в игре в рамках Combat Pack. Т-800 будет доступен уже с 8 октября. Внешность нового персонажа МК-11 заимствована из фильма «Терминатор. Темные судьбы», премьера которого состоится в конце октября. Таким образом, игроки смогут ознакомиться с качественной компьютерной версией бывшего губернатора Калифорнии на несколько недель раньше. Лепку именно этой версии вы увидите в первой половине видео, а во второй я слеплю Т-800 без кожного покрова. Как обычно, фигурку я леплю на каркасе из алюминиевой проволоки. Начинаю с нижней части тела и в конце леплю голову. Для того, чтобы было удобнее лепить, устанавливаю фигурку на подставку. Для крепления рук также буду использовать алюминиевую проволоку. Далее делаю складки на штанах. Для лепки куртки я смешаю коричневый и серый пластилин. Получается вот такой грязно-коричневый цвет. Для того, чтобы сделать куртку, расплющиваем получившийся пластилин и разрезаем его на две части. Далее делаем разрезы под руками и соединяем пластилин на спине. Если где-то не хватило пластилина, то можно добавить сверху. Теперь слепим на куртке карманы, молнию и также сделаю складки. Среди киборгов Skynet именно серия Т-800 считается одной из самых успешных. Даже после появления других, более совершенных моделей, киборги серии Т-800 применяются повсеместно для уничтожения врагов Skynet. Зачастую эти киборги засылаются в прошлое для уничтожения врагов еще до того, как они начнут представлять серьезную опасность. Основой Т-800 является каркас из титана, который имитирует строение тела человека. Каркас очень прочный, практически неуязвим для огнестрельного оружия. Превосходно выдерживает взрывы, но тем не менее его можно уничтожить нитроглицеридовыми шашками. Для работы среди людей эти киборги оснащаются очень качественным кожным покровом, практически неотличимым от кожи настоящих людей. В будущем для охоты на бойцов сопротивления Skynet использует Т-800, не оснащенных никаким кожным покровом. Кисти рук, шею и лицо я буду лепить из пластилина телесного цвета. В руке Терминатор будет держать дробовик. Далее доделаем пальцы на руках. Теперь я покажу, как можно слепить голову. В центральный процессор всех киборгов Skynet, в том числе и моделей Т-800, встраивается радиомодем, позволяющий терминаторам общаться друг с другом. Телекамеры, которые служат терминаторам глазами, способны снимать как в видимом, так и в инфракрасном участке спектра. Во время внедрения в человеческую среду терминаторы, чтобы привлечь к себе внимание жертвы, часто имитируют человеческий голос, к примеру, близкого жертве человека, друга или родственника.
Голова готова, соединяя ее с туловищем. Теперь можно слепить волосы. Вот такая получилась у меня первая фигурка Терминатора, а сейчас я хочу слепить еще одну фигурку Терминатора, но без кожного покрова. Для лепки этой фигурки я буду использовать твердый скульптурный пластилин серого цвета. Каркас для этой фигурки я буду делать немного другим способом, не как обычно. Во вселенной Терминатора модель Т-800, а также ее различные вариации представлены невероятно широко. Эти роботы хотя бы мельком появляются практически в каждом проекте вселенной, будь то фильмы, комиксы или книги. В самом первом фильме серии такой Терминатор преследовал молодую Сару Коннор, будущую мать спасителя человечества. Во втором и в третьем фильмах другие модели были защитниками этого спасителя, Джона Коннора. В дальнейшем встречались как добрые, так и злые модели. Терминаторов можно перепрограммировать, поэтому они достаточно легко меняют хозяев. Мир Терминатора является на самом деле довольно необыкновенной вселенной. Этот мир изначально вовсе не планировался как полноценная вселенная, как серия фильмов, дополненных играми, комиксами и книгами. Скорее, речь шла только об одном единственном фантастическом фильме с примесью триллера, вроде тех, что десятками штамповались в 80-е годы. Ни режиссер, ни исполнители главных ролей даже не относились к Терминатору серьезно. И тем не менее фильм, что называется, выстрелил. Причин успеха несколько, но прежде всего это отличные актеры, подобранные на главные роли. Особенно удачно получилось у Арнольда Шварценеггера. Роль бездушной машины из будущего, преследующей или спасающей людей в нашем времени, до сих пор ассоциируется с этим актером. И надо сказать, что он даже постоянно с удовольствием возвращается к данной роли. Стоит только вспомнить недавний Терминатор Генезис. Сыграла свою роль и мрачная, довольно депрессивная картинка, созданная Джеймсом Кэмероном. В 80-х годах она идеально попала в ожидания зрителей. Не случайно же Терминатор до сих пор называют образцом технуара. Так или иначе, в прокате первый Терминатор показал себя просто отлично, и Джеймсу Кэмерону доверили делать продолжение. К счастью, после хэппи-энда предыдущего фильма у режиссера осталось еще несколько небольших лазеек для создания второй части. Останки первого Терминатора, рука и микропроцессор, были обнаружены компанией Cyberdyne Systems, которая как раз и запустила в разработку умный компьютер Skynet, основанный на найденных материалах. Тем временем у Сары Коннор, главной героини предыдущего фильма, рождается сын, которого она начинает готовить как лидера сопротивления. Сара, ставшая террористкой, пытается взорвать штаб-квартиру Cyberdyne Systems, после чего ее ловят и определяют в психиатрическую клинику. А Джона отдают на опеку в другую семью. Ко времени действия фильма из будущего прибывает еще два Терминатора. Модель Т-800, роль которого по-прежнему исполняет Арнольд Шварценеггер, теперь уже защищает Джона Коннора. И новая модель Т-1000 – это уже новый Терминатор-охотник, который стремится убить мальчика. Так что на этот раз мы получаем шанс увидеть битву между машинами. Терминатор 2 «Судный день», задумывавшийся как финальная часть дилогии, в отличие от первого фильма, уже снимался как настоящий блокбастер.
Несколько впечатляющих погонь, эффектные взрывы, великолепные спецэффекты плюс замечательный сюжет с фирменным мрачным стилем серии. В режиссерской версии второго «Терминатора» Джеймса Кэмерона в финале была поставлена жирная точка. Судный день окончательно отменен и никогда больше не наступит. Кэмерон сказал на тему «Терминатора» все, что хотел, и отлично закончил историю. Однако продюсеры киносерии думали по-другому. Для лепки более тонких и длинных элементов также буду использовать проволоку, но только тонкую. После завершения истории Терминатора продолжение пришлось ждать 12 лет. Срок очень долгий. Фанаты не хотели расставаться с любимой вселенной. Взрослые дяди за бокалами пива и мальчишки во дворах пересказывали друг другу самые разные и самые невероятные сюжеты третьего Терминатора, который, дескать, совсем недавно вышел на экраны и который уже даже кто-то где-то посмотрел. В качестве лазейки для возможного продолжения указывали на оторванную руку Т-800, оставшуюся между шестернями на сталелитейном заводе. В 2003 году свет увидела картина «Восстание машин», поставленная Джонатаном Мостоу. Сразу скажем, что «Восстание машин» стало первым серьезным промахом создателей серии фильмов о терминаторах. К тому же развязанным узлам сюжета приделали новую историю, которая, впрочем, в общих чертах повторяла то, что мы видели ранее. Снова в качестве мишени Джон Коннор, которого опять защищает хороший терминатор в лице Арнольда Шварценеггера, его противница, модель TX, еще более крутой робот, созданная для уничтожения других терминаторов, повелевающий механизмами и обладающий арсеналом встроенного в корпус оружия, плюс еще и умеющий менять внешность, как Т-1000. Восстанием машин завершается классическая трилогия мира терминаторов. Все, что было в дальнейшем, уже продолжение нового времени. Отметим, что изначально третий фильм задумывался как своеобразный перезапуск, дающий начало новой сюжетно связанной диалогии по образцу кинокартин Кэмерона. Вероятно, этим и объясняется повтор сюжетных ходов первых двух фильмов. Как предполагалось, главным героем продолжения также будет Джон Коннор, но сама картина должна рассказывать о постапокалиптической войне людей и терминаторов. Но, как мы знаем, этому проекту, носившему рабочее название «Проект Ангел», было не суждено осуществиться. События картины «Терминатор. Темные судьбы» продолжают сюжетную линию фильма «Терминатор 2. Судный день». Основное действие происходит спустя 27 лет в 2022 году. В фильме действует новая сеть искусственного интеллекта «Легион», которая присылает из будущего новую модель терминатора из жидкого металла, обладающую способностью разделяться на две полноценные боевые единицы. Целью нового терминатора становится персонаж, не появляющийся в предыдущих фильмах. Девушка, которую зовут Дани Рамос. Для защиты Дани сопротивление из будущего присылает женщину по имени Грейс, совершенного солдата, человека, модифицированного в киборга. К Дани и Грейс присоединяется Сара Коннор и старый терминатор Т-800, которого сыграл Арнольд Шварценеггер.
Итак, ребята, вот таким образом у меня получилась вторая фигурка Терминатора Т-800. Если вам понравилось это видео, то можете поставить лайк, поддержать наш канал и также подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Активные ссылки на наши группы вы найдете в описании под этим видео. Приветы от меня сегодня получают Алена Дубинина, Мафиозник и Сашок. Ребята, передаю вам огромный привет.